Сегодня будет самый важный и честный, возможно, болезненный выпуск. Потому что если вы, так же, как и я, связаны с привлечением поискового трафика, строите свой контент-проект или бизнес, который завязан на органику в Гугле, сегодня эта тема однозначно вас заинтересует. Потому что я расскажу вам про то, как Google может разрушить ваш бизнес. И это будет кейс Charleston Crafted и уроки для всех, кто делает ставку на SEO. Да, давайте поговорим про этот кейс. Это блог, который стал официальной историей успеха Google. Они о нем писали в новостях, они делали публикации. И очень много интересных публикаций, которые вы сейчас увидите на экране. А спустя пару дней он потерял 75% трафика и дохода. И это не уникальный случай. Но в этом случае много уроков, которые должен усвоить каждый, кто, как говорится, живет за счет SEO. Давайте перейдем, собственно, к началу. Charleston Crafted — это блог про do-it-yourself проект. Пара, это Морган и ее муж, начинали как хобби, делились своими идеями по ремонту, подделками, декором и писали инструкции. Первый рекламный контракт — $100 от бренда кошачьего корма. Они тогда были в восторге. Мы получили деньги за то, что просто выложить пост в интернете. И таких историй у нас всех хватает. Первые успехи, первые ссылки, первые клиенты. Я помню наш первый успех, когда мы заключили первую крупную сделку. Я помню каждый наш новый успех, когда нам удалось продать новый пакет услуг, который мы никогда в жизни продавали. Новые, когда вы что-то делаете, вас просто переполняет восторг. Первая оплата за инструменты, первая оплата за видеомаркетинг. Это все мы помним, всех первых клиентов мы помним. Потом что происходит? Конечно же, больше работы, больше публикаций, SEO-оптимизация, серьезный подход, масштабирование. Морган пошла на конференцию для создателей, где впервые услышала про SEO и монетизацию через рекламу и аффилиат. Она поняла, мы можем зарабатывать реальные деньги на том, что и так делаем. Затем, собственно, пошло то, о чем все и говорят. У них 5 блогов, SEO, Google трафик и $325 тысяч в год. Они действительно начали масштабироваться, создавали новые блоги про праздники детей, про домашние растения под подбор цветовой краски. Морган это делала все сама, абсолютно, без всякой команды. Формула вообще была проста, ее знает любой SEO-специалист с нуля. Ищем запрос, пишем статью, оптимизируем под SEO, получаем трафик, монетизируем через рекламу, партнерки и продажи цифровых продуктов. Был реально даже вирусный успех. Статья о беличьей скамейке разлетелась по TikTok. В моменте это 325 тысяч годового дохода. Половина реклама, остальное партнерки и свои товары. Они оба оставили свою основную работу и полностью посвятили себя блогингу. Но напоминаю, что в этом хрустальном домике нельзя ронять камни. И самое главное, вы никогда не будете уверены, что этот камень не бросит кто-то другой. Google попросту обновил алгоритм. Все, кто помнит, случилось обновление Helpful Content Update в сентябре 2023 года. Это страшное обновление, про которое мы писали у себя в сетях. Возможно, никто толком у нас и не воспринял. Но 3 из 5 сайтов потеряли 80% трафика и дохода. Charleston Crafted уцелел, правда, временно. В марте 2024 года Google включил их в официальный экономический отчет США как успешный бизнес, который вырос благодаря их платформе. Прислали, как говорится, фотографа и сделали публикацию. Фотографию вы сейчас увидите. Но ирония судьбы. На следующий день, в марте 2024 года, выходит обновление Core Update. Еще один Core Update мартовский. И они теряют 70% трафика на основном сайте. 75, если быть точным. Упало абсолютно все. Просмотры, заказы, продажа шаблонов и интерес брендов. Морган говорит, мы не делали ничего вообще плохого. Они сами нам говорили, что делать. Но вернуться к трафику до обновления попросту невозможно. Они для этого даже поехали в Google, в штаб-квартиру. Да, ответ они привели очень просто. Вы все делаете правильно. Мы не хотели такого эффекта. Но трафик за сентябрь не вернется, и это невозможно. Задаем вопрос, а почему все рухнуло? Контент был хороший, он работал, Google хвалил. Но с обновлением появился необычный фильтр. Страницы с похожим или технически качественным, но не уникальным контентом стали терять позиции. То есть навалились сюда еще и обзоры, сниппеты, блоки видео, Pinterest, TikTok превью. И, конечно же, первые органик-линки пошли попросту вниз. И сам Google изменился. Люди начали искать по-другому. А Морган, к сожалению, нет. Они остались на той старой схеме,
которая прожила не так-то много и лет. Ну, то есть по факту мы можем посмотреть, что они не так-то много лет и были успешны. И это стало причиной обвала. То есть я бы сказал, причиной обвала стал не только Google, который их уверил в том, что они все делают правильно, но и ошибочно выбранная стратегия, потому что не все может стоять на месте. После такого удара Морган сделала шаг, на который вообще мало кто решается. Она перенесла часть контента на Subdomain, где продавала палитры цветов, сконцентрировалась на e-commerce, а не на партнерках. Начала продавать свои диджитал-товары прямо через Etsy и напрямую. Трафик, конечно же, минимальный, но продажи кое-как шли, потому что те, кто их находил, приходили с целью попросту купить. Это не спасло бизнес, но, как говорится, на работу им не пришлось устраиваться в том виде, в котором они есть. Пока что они существуют именно в таком состоянии. Какие нужно, как говорится, уроки усвоить? Помните, Google — это не твой бизнес, это всего лишь арендованная платформа. Даже если ты делаешь что-то правильно, алгоритм может передумать. И поэтому у тебя не будет рычага никакого влияния. Это важная мысль, на которую нужно пересмотреть вашу стратегию. Второй момент — это сфокусируйтесь на продукте, а не на трафике. То есть ваша задача — создать продукт, который будет работать без SEO. Я яркий пример, как пользователь, знаю такие продукты. Я обожаю батончики Физи. Это не реклама, я просто их обожаю. Я о них узнал не из Google, я о них узнал попросту, потому что мне и про них рассказали. Но эти люди узнали их из Инстаграма, возможно, где-то упомянули. Но проблема в том, что достаточно было одного касания, чтобы узнать, что это, столкнуться, что это за продукт, попробовать его, попросту увидеть в магазине и купить его. Не теперь я его гуглю, вся наша семья активные потребители этого Физи. Мы обожаем эти батончики. И это пример продукта. Их в SEO, они SEOшников не нанимали. SEOшку, если и нанимали, то эффекта нет. Они как-то себя особо не продвигали. И SEOшка не является источником их прямого трафика. У них концепция — это продукт. Люди идут за продуктом. И SEO помогает всего лишь найти их сайт. Вот. Поэтому сделай продукт, который работает без SEO. Это сервис, или e-commerce, или digital инструмент, или полезный софт, или какие-то офлайн-услуги, или полезный сервис по подписке. То есть SEO должно реально помогать найти эти услуги, но не быть основой для его продвижения. Второе, на что нужно обратить внимание, это, конечно же, диверсификация. YouTube, соцсети, email-рассылка, брендинг, инфлюенсеры, паблики, Telegram. Тебе нужно собрать свое ядро. Какой-то приоритет отдать какому-то одному каналу, остальные делают на подтяжке. Да, то есть есть такая поговорка «запасной аэродром». Всегда должен быть запасной аэродром. Например, у SEO Quick это наши веб-инструменты, это, конечно же, сайт и вот этот небольшой, но довольно активный Telegram-канал, который у нас есть, подкасты. Я везде веду эфиры, везде стараюсь присутствовать активно. Возможно, не так часто, но буду чаще. Все зависит от вас. Как говорится, помогайте распространять мой контент, и это будет только в плюс. Мы запустили в 2019 году YouTube-канал, потому что мы понимали, что SEO-студия не выживет без медиа-лица. А сегодня это наш актив, наш канал доверия, наш главный лифт продаж на сегодняшний день. Еще такой момент, на что бы я обратил внимание, помните, что самый простой способ нормально к себе привлечь внимание в 2025 году, это создавать свои инструменты. Почему? Смотрите, у каждого есть искусственный интеллект, каждый пользуется искусственным интеллектом. Но почему так происходит? Потому что сайты не готовы к искусственному интеллекту. В целом на многих сайтах, на платформах отсутствуют те или иные решения. Создавайте свои платформы на сайтах, которые будут решать проблемы клиентов. Я, например, обожаю и платформы, я, например, очень часто пользовался проверкой контента на генерацию, что настолько переисполнился, и создали мы себе свой собственный инструмент у нас на сайте. Аналогично, мы проверяем title description, мы создали массу инструментов, которые проверяют title description и делают анализ по ИИ этих title description. Можете проверить, у нас есть такой инструмент. Мы поняли, что блог может устаревать, его надо переписывать, его постоянно переделать. Мы просто подумали, а почему не сделать просто инструменты, которые будут полезны утилитками, генераторами, или в которые будут проводить аналитику ваших заголовков. И оказалось, что это работает реально круче. Они генерируют трафик, дают лиды и приносят органические ссылки. Мы ссылки на них не делали. И не требует такого активного постоянного обновления. Нужно всего лишь следить за работоспособностью и добавлять новые фичи. То есть мы даже делаем сейчас такие инструменты на заказ. У нас есть такая услуга, вы можете всегда к нам обратиться. И, конечно же, о будущем. Все становится реально сложнее. Сейчас появляются и обзоры, появляется Gemini в Гугле,
Появляется Search Generative Experience, появляются фрагменты, которые генерируются за счет искусственного интеллекта, да и видео, которые создаются при помощи ИИ, и обычные видео, которые записываются просто сейчас на любом смартфоне. Это все вытесняет органику вниз. Кликабельность по ссылкам реально снижается. Еще и появляется AI-слоп, я про это писал в Телеграме, возможно, запишу отдельно большое видео. Это куча полезного контента, который может занять позиции попросту за счет объема, и он будет даже выглядеть качественнее, чем человечески созданный контент в блоге. Поэтому думать, что в 2025 году SEO будет таким же самым, это наивно. Работает только комплекс: продукт плюс контент плюс маркетинг плюс доверие. Вот эта связка, которая сегодня работает. Если вы не пересмотрели свою стратегию, у меня к вам, как говорится, вопрос: что делают ваши маркетологи? Поэтому история Charleston Crafted — это скорее не трагедия, это реальное предупреждение. Google может сначала признать тебя успехом, а потом удалить тебя попросту из выдач, выкинув тебя на задний двор. Если ты не хочешь потерять все, как говорится, действуй сегодня. Не строй бизнес только на трафике. Делай ставку на ценность. Учись адаптироваться и инвестируй в то, что ты контролируешь. Ну и спросите, а что SEO? SEO, конечно же, останется, но не как единственный двигатель бизнеса, а одна из составляющих. Именно так. Хочешь больше историй? Подписывайся на наш канал, заходи в телеграм-группу, где ты можешь мне написать напрямую. У нас есть открытая группа, где можно обсуждать всевозможные вопросики. Обсуждаем все без каких-либо проблем. И поэтому не забывайте подписаться на наш канал, нажимайте в ютубчике на колокольчик, в Apple подкастах подписывайтесь на наши подкасты. И до новых встреч!